you ever seen the love light in a lady's eyes? And then suddenly watch it vanish away. If there's trouble in your love life, well, my friend, get wise. For as we magicians would say... В 40-е годы Голливуд переживал свой рассвет. Тогда же вспыхнула звезда актрисы Вероники Лейк. Только и слава, и жизнь ее оказались короткими. Сегодня даже самые искушенные киноманы с трудом вспомнят имя этой актрисы, которая родилась в американском Бруклине в конце ноября 1922 года, а в 40-е годы прошлого века она была на пике славы. Она снялась во многих фильмах, но особенно на слуху были «Мне нужны крылья», «Странствия Салливана» и «Час перед рассветом». Вероника была не только большим талантом, но и едва ли не главной светской львицей Голливуда тех лет. Тысячи женщин равнялись на ее стиль одежды, походку, а прическа знаменитости, известная как «Волна Вероники Лейк», пользуется популярностью среди звезд даже в наши дни. Причем эта прическа на свет появилась абсолютно случайно. Однажды во время съемок несколько прядей волос Лейк сползли ей на глаза. После слов режиссера, что ему нравится, как выглядит прическа актрисы на экране, артистка оставила такой стиль. Казалось, популярность будет сопровождать ее еще долгие годы, но, увы, психическое заболевание и злоупотребление алкоголем привели Лейк к сломленному состоянию, одиночеству и смерти в каких-то 50 лет. Правда, в отличие от карьеры, которая поначалу складывалась идеально, в личной жизни Веронике не так везло. За ее плечами было 4 брака и 4 развода. Она стала матерью 4 детей, но один малыш прожил всего несколько дней. Здесь актриса отчасти сама виновата в трагедии. Актриса снималась до последних дней беременности, и однажды, споткнувшись на съемочной площадке, о торчащий кабель упала и ударилась животом. Ее срочно прооперировали. Малыша извлекли на свет, но из-за полученных травм ребенок вскоре умер. Но главной бедой Вероники Лейк была она сама. Еще в детстве ей ставили страшный диагноз – шизофрения. У нее время от времени случались галлюцинации и приступы паранойи. Но если в юности это проявлялось достаточно нечасто, то позже болезнь стала прогрессировать. Понятно, что от нее стали отказываться режиссеры и продюсеры. И здесь, оставшись без работы, актриса крепко подружилась с «Зеленым змеем». Еще когда Вероника продолжала сниматься, многие вокруг отмечали ее неадекватность. Она могла застыть в ступоре или, наоборот, взорваться без причины, могла оскорбить и даже ударить. Рядом с ней настолько было сложно находиться, что однажды один из коллег отказался от выгодной роли в фильме, сказав так: «Жизнь слишком коротка для того, чтобы какую-то ее часть провести рядом с Вероникой Лейк». Когда актриса осталась неудел, она никак не могла найти себе применение. Она часто переезжала с места на место, пытаясь найти себя. Поначалу задирала нос, ссорилась с соседями. Потом жизнь ее потрепала, и Вероника уже была готова браться за любую работу, лишь бы выжить. Например, по слухам, живя в какое-то время в Нью-Йорке, бывшая звезда трудилась официанткой в захудалом баре. К этому моменту Лейк уже совсем исчезла из поля зрения общественности, но благодаря одному репортеру, который отыскал ее на этом дне жизни и сделал про нее серию репортажей, у Вероники появился шанс вновь оказаться в строю. Ее пригласили на телевидение и сделали с ней несколько шоу, однако это так и не стало возвращением в кинематограф. Былая слава убежала далеко, и ее было уже не догнать. Время от времени доходили слухи о том, что бывшая знаменитость живет в большой нищете, что ее здоровье ухудшается. Сама Вероника отрицала это, заявляя, что с ней все в порядке, а жить можно и без кино. Но, видимо, Лейк действительно чувствовала себя плохо, и было отчего.
Когда она обратилась к медикам, у нее выявили цирроз печени в последней стадии. Актрису срочно госпитализировали, но время было упущено. Через несколько дней она впала в кому и умерла. Это произошло 7 июля 1973 года. Вероника Лейк прожила всего 50 лет. Ее сын Майкл кремировал тело матери, заявив, что она так просила его сделать незадолго до смерти. А еще хотела, чтобы прах был развеян над океаном. Однако уже потом выяснилось, что урна с прахом знаменитой актрисы долгое время оставалась в похоронном бюро. Прах не отдавали по той причине, что никто не заплатил ритуальщикам за их работу. Лишь спустя несколько лет автобиограф актрисы Дональд Бэйн выкупил урну с прахом Вероники и передал ее хорошему другу актрисы Уильяму Россу, который и должен был исполнить ее последнюю просьбу – развеять прах над океаном. До сих пор не ясно, что произошло на самом деле. То ли друг оказался вдруг, то ли еще что-то, но в 2004 году прах знаменитости был обнаружен в антикварном магазине в Нью-Йорке. Некоторые даже подозревали, что прах актрисы украли, чтобы на этом заработать. Тем не менее, с большой долей вероятности можно сказать, что последнее желание Вероники Лейк не было исполнено. Тем более из магазина урна позднее тоже исчезла. Возможно, кто-то из поклонников талантливой, но во многом несчастливой актрисы выкупил ее прах и все-таки развеял над океаном. А может быть, эта реликвия хранится у кого-то в частном музее. Жизнь Вероники Лейк была странной и непонятной. Ее смерть оказалась очень ранней, но еще больше загадок появилось после ее ухода. Такое ощущение, что даже после смерти Вероника продолжает оставаться актрисой и как будто играет перед публикой.